До хрена обучалка. Не снимай, не выкладывай. Всем привет! Сегодняшняя обучалка прилетела из моего телеграм-канала. Ссылочка внизу, подпишись. Подписчики в телеграме нередко накидывают мне тем для обучалок, а я рад стараться. Сегодня в обучалке 5 простых брейков, которые сможет сыграть каждый. Но эти брейки ты можешь услышать везде. Их используют все. Ты сам сейчас убедишься. У нас имеется 3 брейка, которые занимают всего лишь одну четверть, четвертую. Будем играть 3 четверти ритма, например, раз, и 2, и 3. И в четвертой четверти мы будем играть любой из этих брейков. А также я тебе покажу вариации всех этих брейков. Я их расписал так, что как будто у меня это только малый барабан. Но ты можешь раскидывать их куда захочешь. Дальше четвертый и пятый брейк у нас занимают 2 четверти, третью и четвертую. И как будто выглядят посложнее, чем вот эти 3. Ну давай разбираться поподробнее. Не снимай, не выкладывай. Первый брейк. Он состоит у нас из 4 16-х нот. Помнишь, как мы их считаем? Я тебе предлагаю считать 16-е ноты так. Раз, та, и, та, два и так далее. То есть четвертая четверть это у нас че, та и та. То есть мы всего-то должны сыграть 4 удара. Че-та и та, 4 удара. Мы берем за основу простой бит, где мы имеем 8-ю пульсацию в правой руке. Раз, и 2, и 3, и 4, и имеем бочку на сильную долю в первой четверти и на слабую в третьей. А в четвертой четверти мы будем подставлять наши брейки. Далее и в третьей тоже мы играем 3 четверти ритма, а в четвертой играем правая, левая и считаем это так. Раз, и 2, и 3, и че-та, и та. Давай еще разок. Раз, и 2, и 3, и че-та, и та. Если я не туда тычу, то я еще параллельно наблюдаю за тем, чего я снимаю вообще-то. Это самый простой брейк, где мы просто играем 4 удара. 2 правой, 2 левой. Дальше у нас некоторые скажут, это одинаковые брейки. Но одинаковые, да не совсем. Ты же видишь, что здесь имеется полосочка, которая обозначает наши 16-е ноты. То есть мы имеем 2 16-е слева, 2 16-е справа. Как у нас звучит, я даже подписал тебе счет, как у нас прозвучит этот брейк. Че и та, 8-я, 2 16-е, че и та, че и та. Если тебе удобней, ты можешь считать ту 16-ю, которую мы здесь пропускаем. Она будет здесь, и мы будем считать ее счетом та. Че-та и та, че-та и та. То есть пам, пам, пам. 8-я, 2 16-е, а этот брейк у нас выглядит по-другому. Это инвертированная версия вот этого брейка, да, если ты обратишь внимание. Че-та и у нас имеются 2 16-е ноты и в конце 8-я. Че-та и раз, и мы будем бить в крэш в начале так. Че-та и раз, и 2, 3, и че-та и. Я предлагаю тебе разобрать все брейки и только потом начать их играть. Здесь мы играем че-та и та, в четвертой четверти здесь че и та, здесь че-та и мы добрались с тобой до четвертого брейка, который занимает у нас 2 четверти. Это у нас флэм. Может быть, когда-нибудь я сниму обучалку, когда владею до конца этим приемом. Но пока у меня все плохо с этим. Я тебе честно об этом признаюсь. Но я, тем не менее, сыграю его тебе здесь. Мы имеем 2 8-е ноты в третьей четверти. То есть 3 и форшлаг на малом и бочка, то есть трам-пум. А здесь ничего не находишь интересного. Мы этот брейк уже играли с тобой. Вот здесь. То есть получается трям-там, та-та-там. Это бочка, это малая. Трям-тум, та-та-та. 3 и, че-та и, че-та и. Да, фигура 2 16-х, 8-я. 2 16-х, 8-я. 3 и, че-та и. Сначала я тебе сыграю, как я тебе их нарисовал, а затем я тебе покажу отдельно, как любой из этих брейков можно. Мы имеем кучу барабанов, можно играть куда угодно. Вообще любой из этих брейков можем играть куда угодно. И самый интересный брейк на сегодня это 5-й брейк, которым мы закончим. Здесь мы имеем двойку на бочке. О ужас. Заодно потренируешь двоечку на бочке. Итак.
малый барабан, бочка. В третьей четверти мы имеем 4 16 ноты. 4 16 ноты. 2 на малом, 2 на бочке. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Сам по себе брейк очень круто звучит, если его играть отдельно перед любым ритмом. И он, кстати, звучит в песне Red Hot Chili Peppers Give It Away. Вступление. Та-та-ту-тум. Та-та-тум. 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 Послушай, ты его там услышишь. Та-та-тум. А мы имеем здесь такое. Та-та-ту-тум-па. Та-та-ту-тум-па. Форшлаг. Та-та-ту-тум-пам. Та-та. И 2 16, да, вспоминаем вот эту вот нашу четверть. Пум-та-та, пум-та-та. Только здесь мы имеем форшлаг и 2 16. То есть че и та. Можем даже пропеть, как это звучит. Та-та-ту-ту. Та-та. Ну что, погнали играть? Не снимай, не выкладывай. В первом брейке есть такая загвоздка. Не всем это легко дается. Играть 4 ноты подряд. 4 ноты подряд ровно. Тренирую это отдельно. То есть ты играешь раз и, а левой рукой играешь та. То есть раз, та и та. Прям считай. Попробуй сыграть целый такт 16 нот. Если ты сыграл целый такт 16 нот, то уж одну четверть ты сыграешь. Итак, брейк наш звучит так. Правая, левая, правая, левая. Это наш первый брейк. Давай рассмотрим второй брейк. Мы имеем 8-ю, 2 16. Когда мы играем один брейк, тренируем один брейк, мы можем играть вот так. Но один мы его, как правило, никогда не играем. Когда мы играем бит, мы играем левой рукой на 2 и 4. Поэтому, если мы уже играем на счет 4 левой рукой, пусть это будет начало брейка. Если посмотреть, как мы играем 4 16, то есть и убрать вторую 16, и играть первый удар не правой, а левой, то мы получим нашу аппликатуру, то есть левая, правая, левая. Рекомендую этот брейк играть именно так. Почему именно так? Потому что ты можешь с левой рукой играть хэт, продолжать. И еще в этот момент ты можешь приоткрыть хэт. Чуть позже я тебе сыграю еще некоторые вариации этого брейка. Брейк следующий. 2 16 и 1 8. То есть чета и 2 16 8, 2 16 8, 8, 2 16 8. То есть чета и. Рекомендую тебе этот брейк играть так. Правая, левая, правая. Очень крутой брейк, у него существует куча всяких вариаций. Первое, когда мы последний удар играем в хэт, в открытый причем. Следующая вариация, когда мы будем играть 2 малых и 1 том навесной.
Также мы можем играть сюда. И еще один вариант. Мы можем играть вот так. Брейк номер 4 с форшлагом. Чтобы твой форшлаг звучал круто, тебе нужно урегулировать расстояние между ударами. Некоторые совершают ошибку и играют как будто 2/16. Нужно ближе играть, понимаешь? Пока просто роняй 2 палки вниз, просто сделав между ними небольшой зазор. В третьей четверти мы имеем 2/8 ноты. 3 и. 3 и. В четвертой четверти имеем чета и. Как раньше сказал, мы можем играть эту четверть куда угодно. Как угодно. Раскидывай это, как тебе заблагорассудится. Раз, два. Итак, еще один прикольный момент, когда брейк номер 3 мы можем играть с последним ударом на бочке. А также получаем брейк 4. Придумай сам, куда ты ее вставишь. Смотри, как это круто звучит с бочкой. Раз, два. Разбираем самый крутой брейк номер 5. В третьей четверти мы имеем 4/16 ноты, 2 из которых это малый барабан, и остальные 2 это бочка. Двоечку на бочке делаем, помнишь как, да? Отъезжаем слегка, то есть делаем замах и нажимаем на педаль, на платформу. То есть, тынь, и вторым ударом уже ставим ногу на педаль. Твоя нога должна сходить вот так. Та-та, та-та. Попробуй. Итак, поехали. Самое главное отработать бочку, чтобы она играла сразу после малого барабана. Чтобы не было какого-то лишнего интервала. Ну, ты меня понимаешь, надеюсь. Чтобы у тебя звучало 4 удара подряд. То есть. Дальше имеем форшлаг и 2/16. На форшлаге у нас 8. Итого. Я сыграю подряд все эти брейки во всех известных мне вариациях.
Я тебе показал 5 простейших брейков. Из каждого брейка можно придумать еще кучу брейков. А уж вариаций с оркестровкой просто уйма. Придумай сам из этих фигур что-нибудь. Ты можешь скидывать твое видео, где ты играешь любой из этих брейков, в телеграм-канал. Я буду рад увидеть и оценить. Сам всегда использую эти брейки. У барабанщиков нет такого понятия, что это брейк для профессионала, а это брейк для начинающего. Все зависит от того, как ты его сыграешь. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Увидимся. Не снимай, не выкладывай. Мне кажется, ты забыл подписаться. Проверь подписочку и вонзи свой царский лайк. И напиши мне комментарий. Жду. Давай.